Сравним ВЗ-111 модель 5А и ВЗ-111 Quilin. Кто окажется круче? Можно ли убить танк ударом о границу карты? Правда ли, что ВГ подкручивает танком на лоу хп? Особенно, кстати, советским. Это сейчас и узнаем. Ну и как обычно, еще один крутой эксперимент. Будут ждать вас в новом выпуске передачи «Разрушители мифов». Ребят, всем огромное спасибо за теплые слова поддержки. Я уже поправился, поэтому мы можем пилить годный контент. Ах да, не забывайте посмотреть этот ролик до конца, ведь в его финальной части мы разыграем 15 тысяч золота за подписку. А если вы хотите, чтобы следующий ролик вышел гораздо быстрее, то с вас 7 тысяч лайков. Ну а с нас годный контент. Кстати, следующий ролик будет новой рубрикой. Такого в танковом ютубе еще просто не было. И я уверен, что вам не просто понравится его смотреть, а вы будете хотеть и хотеть, чтобы мы выпустили новые части. Поэтому 7 тысяч пальцев вверх, и мы сразу же дропаем эту новую рубрику. Ну а пока просто прыгаем в поезд Ватхаба и отправляемся в страну разрушителей. Не переключайтесь. В одном из прошлых выпусков мы поставили точку в сравнении двух тайпов – обычного и золотого. Но у нас есть еще один похожий случай – ВЗ-111, который простой прокачиваемый, и новенький ВЗ-111 Quilin. Выясним, подкручивает ли Wargaming к голдовой версии. Ну, в том плане, что он золотой и самый дорогой танк за серебро. Сравнивать будем пробитие и урон. Мы уже неоднократно проводили этот эксперимент. Но для новичков на канале я расскажу. Берем оба танка, ставим их в одинаковые условия и делаем по 100 выстрелов каждым. Опираясь на полученные результаты, мы выясним, есть ли какая-то разница. Ну что ж, все готово, поэтому погнали тестить. После 100 выстрелов имеем следующие результаты. Результат обычной ВЗшки – 31 пробитие и 100 выстрелов, а средний урон 514 за один шот. Забегая вперед, скажу, что у Quilina немножко другая статистика. Ему как раз таки удалось пробить больше раз. Из 100 выстрелов он нанес 39 попаданий. Но вот парадоксально урон составил 469, что меньше прошлого участника. И тут как бы одно с другим не вяжется. Поэтому можно сделать вывод, что это абсолютная случайность либо погрешность. И танки на самом деле одинаковые. И кто-то, кажись, просто так переплатил за камуфляж 30 лямов серебра. Но если честно, я тоже хотел его получить себе на основу, просто у меня не было так много серебра. Кстати, а у вас есть этот танчик или нет? Напишите об этом в комментариях. И да, если вы хотите совсем хардовый эксперимент, то мы можем провести повторно эти тесты. Только вместо 100 выстрелов мы сделаем в 10 раз больше, и целых 1000 шотов. Если вам интересна такая задумка, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях под этим роликом. Ребятки, давайте немного отвлечемся от нашего ролика и попробуем налутать голдишки или премиум танков на сайте woodhub.net. У меня для вас отличные новости, так как тут завезли крутые новые кейсы. Вот смотрите, есть такие кейсы, как Пацаны, Клыкобры, Змеелов и многие другие. Но сегодня мы пооткрываем именно вот эти вот 3 кейсика, потому что в одном из них можно выловить новый танчик, который называется Т-42. Wargaming добавили в игру танчик, который приурочен к сериалу Пацаны. Кстати, кто из вас его не смотрел, обязательно посмотрите. Особенно если вы любите супергеройские вот эти вот истории Marvel и так далее. Вам очень сильно зайдет этот сериал. Я лично посмотрел 2 сезончика. Вот такой вот сериал. Вот такой. Поэтому сегодня мы будем открывать и делать акцент именно на этот кейсик, на пацанов. Думаю, что сегодня нам повезет, и мы сможем с вами выловить пакетик с Т-42. Почему бы и нет? Нам всегда с вами везет, поэтому сейчас будем это с вами и проверять. Погнали. Первый прокрут у нас, я так скажу, вам не очень получился. Давайте еще сходу сразу же. Если опять сейчас будет плохо, я продам и открою. Помните мою стратегию по продаже и повторному открытию? Прям на 7 дней. Да, это хорошо, 500 голды. 500 голды прямо на 7 дней, по-моему, это окуп. Да, это окуп жесткий. Жесткий, ну по меркам, как бы это жесткий окуп. Крутим дальше. Давайте, если будет плохо, я продаю. Может, больше сможем пооткрывать. Но все равно. Давайте еще разок. Давайте. Премиум танчик. Woodhub, подвезите нам премиум... Это он? Это Т-42 расширенный, ребята. 3-я, по-моему, прокрутка или 4-я, и нам сразу же падает Т-42 за 2500. 2500 рублей? Серьезно? Блин, ну мы давно на этот сайт не заходили, возможно. Именно потому, что давно не заходили, решила нас так поманить крутым танчиком. Слушайте, ну это я, конечно же, забираю. Я вам говорил, что Т-42 будет на базе. Он выехал просто из ангара и сразу приехал на базу. Это замечательно. Слушайте, а давайте сходим в Клыкобры, например. Клыкобры, почему нет? Что у нас здесь? А у нас здесь тоже неплохие танчики, кстати. Погнали, смотрим.
стилек, но я думаю, он нам не очень интересен. Вот 5000 голды было бы забрать отсюда достаточно неплохо. Кстати, прям на 3 дня окупает наш кейс. Почти окупает. Также, ребят, на сайте есть крутые бонусы. Смотрите, если вы собираетесь пополнить баланс, то можете крутануть барабан бонусов. Здесь вы можете выбить как халявные там кейсы, так и на бонус к пополнению. Неплохо. Также здесь есть, помимо вот этого барабана бонусов, есть бесплатный кейс. Награды, кстати, здесь не очень. Тут добавили прем и 1000 голды, или было последний раз, кстати. Напомните, было или нет? Вот 5 ГФРИ, ну хрен пойми, что это такое. 1 рубль это стоит, мне всегда эта дичь выпадает. Да, рубль 10, ну так и знаете, на конфетку леденец в магазине. Ссылочка на woodhub.net будет в комментарии, закрепленном под этим роликом. Обязательно переходите, используйте наш промокод и пишите в комментариях, если будете залетать, что падает вам. Мне интересно почитать, я такой халявщик, или это сейчас сайт всем так выдает, или может кто давно не заходил, сайт, так знаете, приманивает, а потом может да, может. Поэтому будьте аккуратны, играйте с умом, и я вам желаю удачи, хорошего дропа, ну а мы возвращаемся к нашему ролику. Не переключайтесь. В 63-м выпуске мы выяснили, какое упреждение нужно брать, чтобы попасть самым медленным снарядом по самому быстрому танку. Это было ох как непросто. Но одному из наших подписчиков наших страданий оказалось мало, и он предложил челлендж. Не просто подстрелить ЕБР снарядом Матильды, а еще и взорвать ему боеукладку. Звучит это крайне невыполнимо. Однако, что ж поделать, вызов принят. Наверное, вы уже заметили этого француза, катающегося кругами. Делает он это не просто так. Это наша мишень. А вот Матильда. Ее задача попасть ЕБРнику в боеукладку прямо на ходу. Иначе говоря, самым медленным снарядом в игре нужно попасть в одну конкретную точку. Как мы уже знаем из прошлых роликов, нужно взять 70 метров упреждения. И учитывая такие показатели, мне кажется, что мы застряли тут явно надолго. Но для вас это проходит всего лишь за пару секунд. А мы тратим на это гораздо больше времени. Вот смотрите, спустя десятки, если не сотни выстрелов, нам, кстати, удалось. И на самом деле оказалось все не так уж и сложно. Попав единожды, мы примерно поняли, как и куда нужно целиться. Поэтому подбить второй танк оказалось куда проще. Хотя в рандоме такое повторить не удастся. У нас была мишенька, которая двигалась по заданной траектории с определенной скоростью. То есть мы заранее знали, когда и куда нужно стрелять. Ну а чтобы такое провернуть в рандоме, я не знаю, сколько планет должно встать в один ряд, чтобы у вас это получилось. А вы как думаете, у вас получилось бы повторить такое в рандоме? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Мы их, кстати, к слову, часто читаем и лайкаем. А наш лайк помогает вашему комменту висеть как можно выше. То есть, если новый зритель зайдет под этот ролик, то он увидит ваш коммент в первую очередь. Вы, наверное, подумаете, а зачем нам это нужно? Да дело в том, что 3 самых залайканных коммента получают по 1000 голды. И вот победители с прошлого ролика. Для нас 3000 голды ради вас не проблема. Вы помогаете нам своими комментариями, а мы награждаем вас за это голдой. Все очень просто. Это я рассказываю для тех, если кто-то не верит, что мы реально выдаем голду. Зайдите в наш телеграм-канал и посмотрите на эти огромные списки на золото. Все равно голду начисляет Wargaming. Ладно, врубайте свой креатив, а мы двигаемся дальше. Ох, нужно отдохнуть от прошлого челленджа. Давайте проверим что-то попроще. На всякий случай уточню, проще не значит скучнее. Как вам, например, такое? Можно ли убить танк о красную линию? А почему нет? При столкновении со стеной на большой скорости урон проходит. А невидимая стена — это по сути тоже стена. И вот это мы сейчас с вами вместе и выясним. В одиночку танк точно не разобьется. А вот если его разогнать десятком других танков, то возможно что-то получится. В роли ускорителей у нас что-то около десятки AMX-50B, а врезаться в красную стену будут маленькие танки, такие как Ёлка, ПЗ-1С и Машина Смерти МС-1. Для первого теста мы решили взять тот же самый AMX-50B. Посмотрим, какой будет результат. Итак, урон есть, но в замедленной съемке видно, что ХП снялось не от столкновения со стеной, а от удара союзника. Возможно, с маленькими танками получится иначе. Мы провели парочку боев, пробуя подставить различные танки, но снять ХП о красную линию так и не удалось. Итог, граница карты не опасна. И вот такой вот лайтовый получился эксперимент. Я надеюсь, он вам понравился. А если у вас есть свои идеи для наших роликов, то присылайте их к нам в телеграм-канал, либо в группу ВКонтакте. Наши модераторы обязательно все просмотрят и ответят вам. Ну а если ваша идея попадет в видеоролик, то мы дадим вам тоже немножко голды. Только когда присылаете, не забывайте указывать свои игровые никнеймы.
Ну что ж, вот мы и добрались до самого интересного, до финального эксперимента. Ходят слухи, что ваншотный танк пробить сложнее, чем фуловый. Эта теория появилась еще с самого начала игры. И если мне не изменяет память, то выдвинули такую теорию в народ как раз таки стримеры. Да, скорее всего, оно так и было. Да и я сам, играя в танки, полностью с ними согласен. Теория якобы следующая. Если вы вдруг играете на полумертвом танке, то все вокруг магическим образом перестают вас пробивать. Звучит круто и все такое, но есть и другая сторона медали. Когда стреляешь по ваншотному танку и как назло снаряд то не попадает, то рикошетит, ну вы сами знаете, о чем я говорю. Ну а вдруг это совпадение? И мы сами себя накручиваем в каждом бою. Для проведения этого эксперимента мы отправились на карту Минск. Проведем два теста. В первом золотой тайп произведет 100 выстрелов по фуловым маусам. Во втором тесте сделаем все то же самое, но с подбитыми маусами. Для чистоты эксперимента стрелять будем примерно в одну точку. Ну что, готовы докопаться до истины? Если да, тогда давайте начинать. Как и в первом эксперименте на сегодня, мы провели по 100 выстрелов для каждого этапа. И вот вам интересные результаты. Фуловые танки удалось пробить 42 раза из 100 выстрелов, а ваншотные 44 из 100. Результаты схожи, не считая маленькую погрешность. Сейчас мы опытным путем доказали, что Wargaming не подкручивает броню ваншотным танком. А значит, что все эти мощные моменты из нарезок, где один танк без хп отбивается от всех обидчиков, равно как и те, где никак не получается добить последнего полумертвого противника, заслуга самих игроков. Да, возможно, вы со мной не согласитесь и подумаете, что я несу полную чушь, но мы провели реальный эксперимент. Да, единственное, из-за чего я могу сомневаться, что это все происходило в тренировочной комнате, и там просто незачем Wargaming подкручивать. Но это лишь моя личная догадка. Но, к сожалению, ее просто невозможно проверить. Ну, разве что не завалиться в офис к Wargaming и не спросить напрямую. Хотя, кто вам расскажет правду, ребят? Успокойтесь. Ну а на этом ролик подошел к концу. Не забывайте нажимать на красную кнопку подписки и подписываться на этот канал. Тем более у вас будет шанс попасть в следующий выпуск и получить халявные 250 голды. А если вам не хватило этих опытов, вы всегда можете посмотреть наши прошлые ролики. Уверяю, они не менее интересные. Всем огромное спасибо за просмотр. Новые выпуски выйдут совсем скоро. Пока!